Всем привет! Сегодня на обзоре у нас две работы. 2020 год начался для меня довольно плодотворно, и за праздник я успел закончить парочку ножей. Решил попробовать свои силы в изготовлении фултангов, и по моему мнению, мне это удалось. За основу была взята эргономика ножа Виннатор от довольно известного питерского ножедела мастера Дмитрия Акимова. Ссылочку на его сайт я оставлю в описании. Дизайн ножей хоть и очень схож с Виннатором, но все же не является его абсолютной копией. Так как вживую Виннатор не видел, в руках его не держал, и естественно эскиз ножа сделан мною. Для себя я определил отличительные названия для этих работ. Это Black и White по цвету спейсеров. Давайте перейдем к ножу. Первый нож. Клинок сделан из стали 95Х18. Сталь затермичена на 59 единиц по рокулу. Сталь от Кирилла Коровина. Магазин Котлер-Сум. Быстренько пробежимся по ТТХ ножа. Длина клинка 88 мм. Ширина клина 25,7 мм. Толщина клина в обухе 3 мм. Сведение клинка 0,3 мм. Спуски клинка прямые от обуха. Спуски данного ножа я делал на руках без приспособы. Скажу я вам, крайне непростое и утомительное занятие. Слесарка спусков заняла более 10 часов у станка. Заточил на 30 градусов. Заточку постарался сделать максимально качественно и аккуратно, насколько это возможно, с моими способностями и располагаем мною оснасткой. В заточке я пока не силен. Бриться ножом с такой заточкой не получится, но режет он вполне достойно. Для этого приготовил листочек, показать вам, как он, в принципе, режет вполне аккуратно. На рукояти у нас холщовая микарта, цвет темная олива. Классный материал, мне очень понравился. Такой приятный, теплый, цепкий. Даже когда рукоять сырая, она все равно крепко и приятно сидит в руке. Все это за счет натуральной ткани, применяем при изготовлении микарты. Структура материала плотная, однородная, обрабатываться хорошо. Длина рукояти 110 мм, под пальцем упор менее 4 мм, проставка между клином и плашками черный G10, толщиной 1 мм. Рукоять собрана на стяжке Корби, 6,7 мм, нержавеющая сталь, темлячная трубка 8 мм, тоже нержавеющая сталь. После сборки пару дней не упускал нож из рук. Эргономика ножа просто потрясающая, он настолько удобно сидит в руке, им приятно работать, резать. При своем скромном размере данный нож отлично подойдет в качестве походного, для охоты по перу, для рыбалки. Нож не подвержен коррозии, материалы на рукояти не боятся загрязнения и влаги. Перейдем ко второму образцу. Данный нож хоть и брат предыдущему, но не является его близнецом, хотя применены абсолютно идентичные материалы. К слову о ножах ручной работы, именно этот факт отличает ручную работу от серийки. При изготовлении абсолютно одинаковых ножей они получаются со своими индивидуальностями, и очень легко это чувствуется, когда они попадают в руки. На данном ноже применена кованая сталь 95Х18, 59 единиц твердости, полоса от магазина Artwood, хорошая сталь, достойной термички. Длина клинка 90 мм. Ширина клина 24,5 мм, толщина в обухе 3 мм, сведение клинка 0,3 мм, спуска клинка прямые от обуха. На данном ноже спуски я делал на приспособе от Рустама, отличная оснастка, дополняющий гриндер его же производства. Заточка на 30 градусов. На рукояти у нас те же материалы, длина рукояти 110 мм, под пальцем упор также менее 4 мм, проставка между плашками и клинком белый G10. Толщиной 1 мм. Мне кажется, с белыми спейсерами нож выглядит более нарядно. У данного ножа более хищный агрессивный вид, оставлены грани на рукояти, и мне почему-то данный нож больше нравится. Как-то вот он, не знаю, именно его дизайн получился более приятным для меня. Перейдем к ножным. Ножны выполнены из черно-сидельной кожи, чепрак, толщина 3 мм, цвет виски. Формовка ножен выполнена индивидуально под каждый нож. За счет этого ножи отлично вставляются, вынимаются и довольно плотно сидят внутри ножа. Очень жесткая и крепкая кожа, ножны из данного материала определенно переживут сам нож. Ножны книжка погружные с высоким фиксированным подвесом. На ножнах применен ручной шов, плетеная вощеная нить толщиной 1 мм. Все срезы ножен заделаны и заглажены. Также на ножнах имеется вентиляционное отверстие. Нож на черных спейсерах
уже занят и скоро попадет в руки к своему новому хозяину. А вот этот нарядный красавчик на белых спейсерах пока свободен. Если вас заинтересовал данный нож, пишите мне на почту, адрес я оставил в описании. Ну а на этом я буду прощаться. В ближайшее время выложу видео по процессу изготовления ножа на белых спейсерах. Видео будет не в форме туториала, а такой один день из мастерской. Всем спасибо за внимание. До новых встреч в новых видео.